3 часа ночи огромный медведь вытащил спящего ребенка из дома прямо на улицу. Он схватил 3-летнего мальчика за пижаму и потащил в сторону леса. Когда родители проснулись и выбежали следом, их охватил ужас. Они были уверены, что зверь уносит их сына как добычу. Но уже через несколько секунд стало ясно. Этой ночью медведь пришел не как хищник, а как спаситель. За несколько месяцев до этого лесник по имени Сергей однажды услышал в зимней тайге странный звук. Сначала он подумал, что это треснула ветка, но потом различил тяжелое хриплое дыхание. Осторожно раздвинув ветви, он увидел медведя. Огромный зверь попал в капкан браконьеров. Лапа была изуродована, снег вокруг потемнел от крови. Сергей не смог пройти мимо. Он усыпил медведя, освободил его из железных зубьев и с большим трудом перетащил к себе. Во дворе в старом сарае он начал выхаживать раненого зверя. Жена Сергея, Ольга, сначала была в панике. У них был маленький сын Дима, которому едва исполнилось 3 года. Но медведь вел себя спокойно. Со временем он начал поправляться. Через несколько недель медведь уже мог свободно передвигаться. Он мог уйти в лес, но не ушел. Днем он лежал неподалеку от дома, а ночью обходил территорию, словно сторожил. Маленький Дима сначала боялся и смотрел на зверя только из окна. Но однажды отец позволил ему подойти ближе. Медведь спокойно понюхал его руку и даже не проявил ни малейшей агрессии. С этого дня между ними появилась странная, но крепкая связь. Но однажды случилось то, что изменило все. Рано утром Дима проснулся раньше родителей. Увидев за окном прекрасную погоду, он тихо вышел из дома и пошел гулять в лес. Он шел все дальше, не замечая, что уже ушел далеко от дома. Медведь заметил это и пошел следом. Дорога привела мальчика к краю обрыва над рекой, и в этот момент земля под его ногами начала осыпаться. И тогда из кустов рванулся медведь. Огромный зверь в один прыжок оказался рядом, схватил ребенка за одежду и выдернул его обратно на твердую землю, а затем, не отпуская, повел его обратно к дому. Именно этот момент и увидели родители. Медведь, который тащит их сына в зубах. Они сначала подумали самое страшное, но уже через секунду поняли – зверь спас ребенка. С этого дня Ольга перестала бояться медведя. Но опасность на этом не закончилась. Браконьеры, из-за которых пострадал медведь, узнали, кто их выдал. Они решили отомстить. Однажды ночью они пришли к дому с оружием. Но медведь почувствовал их раньше. Он начал беспокоиться, шуметь, разбудил Сергея. А затем буквально вытолкнул Диму из дома, не давая ему остаться внутри. Семья едва успела уйти в лес. Через несколько минут дом уже был охвачен огнем. Медведь повел их по знакомым ему тропам и вывел к старой охотничьей избушке, где они смогли укрыться. Позже Сергей вместе с егерями попытался задержать браконьеров. Завязалась перестрелка. Люди оказались в сложной ситуации. И тогда из леса вышел медведь. Он не нападал, но его появление изменило все. Огромный зверь, вставший между людьми и преступниками, заставил тех отступить. Браконьеры бежали. Так спасенный когда-то медведь вернул долг человеку. И с тех пор в этих местах рассказывают историю о медведе, который однажды выбрал людей и остался их защищать.